Это Юля, и я приветствую вас на нашем канале. Сегодняшнее видео о том, как мы с Сашей переделали старую тумбочку в кофе-бар. И продолжая тему предыдущего видео, на этот раз у нас снова фоторамки. Все в том же рукодельном сарайчике нашлись фоторамки от IKEA. Они очень дешевые и довольно легкие, так как вместо стекла в них используется ПЭТ. Из них мы сделаем дверцы для нашего бара. Подходящих по размеру фоторамок нет в продаже, поэтому придется их уменьшать. Саша отмеряет точный центр. Расположив дверцы по центру, отмеряет их ширину. Делает отметки в 45 градусов для распила. Для аккуратного реза подойдет ножовка по металлу. В икеевских фоторамках установлены надежные скобы, так что пришлось их отпиливать. Проверяем угол, идеальный. Склеиваем фоторамки и используем малярный скотч в качестве струбцы. В нашем рукодельном сарайчике нашелся уже использованный лист акрилового стекла. Замучает. Ага, вот и все. Оказалось, ножовка не подходит для акрилового листа, но на выручку нам опять пришла болгарка. Приклеиваем на силиконовый герметик. Заднюю стенку вырезаем из листа ДВП.
А вот и мой черед приступать к творчеству. В качестве подложки наношу акриловый грунт и приклеиваю салфетку в марокканском стиле в технике декупаж. Разбавила клей ПВА с водой 1 к 1. Наношу клей прямо на салфетку, аккуратно разглаживая ее от центра к краям. После высыхания салфетки можно устанавливать заднюю стенку. Также из ДВП вырезаем перегородки в ящик. Перегородка должна плотно входить в ящик. Чтобы идеально подобрать размер и не срезать чего лишнего, используем болгарку. Перегородки приклеиваем столярным клеем. Дверки склеились, пришел черед вставить в них стекла. Так как вместо стекол в фоторамках использовался тонкий пластик, разрезать его не составляет никакого труда. Я решила обыграть тему с перекрещенными рейками по бокам тумбочки и добавить их на ящик. Для этого из толстого картона вырезаю подходящий по размерам прямоугольник. С помощью линейки отмечаю центр и рисую 2 перекрещенные полосы. Обезжириваю поверхность ящика. Приклеиваю заготовку на столярный клей ПВА. В ящичке когда-то лежали свечи, поэтому остались жирные пятна. Для того, чтобы они не перешли на салфетку, необходимо нанести акриловый грунт. Да и на белой подложке будет лучше смотреться. Снаружи крашу ящик эмалью из баллончика. Это позволит добиться идеально гладкой поверхности, без мазков кисти. Наношу несколько слоев с промежуточной сушкой.
Ящик декорируют тоже в технике декупаж, используют ту же салфетку, что и на задней стенке. Самое главное здесь не порвать салфетку, а то придется все убирать и приклеивать новую салфетку. Для удобства декупажа я снимала перегородки, теперь клею их обратно. Чтобы снова не ждать краску с маркетплейса, я отправилась в ближайший к дому магазин. К сожалению, выбор там невелик. Только глянцевые краски и только фирмы Prestige. И этот цвет мне совершенно не понравился, так как и глянцевый эффект. У меня было немного акриловой краски цвета жженая умбра, к сожалению, она тоже была глянцевой, поэтому я ее наношу спонжем. Так получается добиться шершавой матовой поверхности. Далее наношу аэрозольный лак. Родная ручка ящичка смотрелась бы гармоничнее, но мне захотелось какой-то изюминки. И снова наношу акриловый грунт, хотя думаю, этот этап можно было и пропустить. Так как стекла уже приклеены, приходится повозиться с их защитой. Крашу дверцы и тумбочку белой матовой краской. Как всегда, использую баллончик, так как не люблю мазки кистью. Мне хватило 2 баллончиков. Пришло время установить дверки и снова помучиться с петлями. На этот раз обошлось без вырезания выемок. Делаем отверстия под магниты и приклеиваем их на суперклей. А здесь важно приклеить магниты правильной стороной, чтобы она притягивала, а не отталкивала дверку.
а ручки вырезаем из кожаного лоскута. И крепим их с помощью мебельного гвоздика. Наш кофе-бар готов, можно заполнять. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!